Привет, друзья! Планета снова под ударом. Землетрясения, ураганы, наводнения и оползни вновь терзают нашу планету. Катаклизмы следуют один за другим. Эти кадры сняты в разное время и в разных странах, но их объединяет одно – разрушительная сила стихии. В этом выпуске все ключевые события последнего дня. Вечером во вторник в 22:05 по местному времени на территории Магаданской области произошло землетрясение магнитудой 4,9. Согласно уточненным данным мониторинговых служб, интенсивность толчка составила 5,8 балла, при этом очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр землетрясения находился примерно в 45 километрах от Магадана, в районе поселка Палатка. Жители областного центра сообщали о сильной тряске в квартирах. В многоэтажных домах раскачивались люстры, дрожали стены и звенела посуда. Сейсмическая волна была настолько ощутимой, что толчки фиксировались на всей территории области, а также приборами в соседних регионах, в том числе в Камчатском крае. По информации МЧС по Магаданской области, в результате происшествия жертв и серьезных разрушений не зафиксировано. В настоящее время оперативные группы ведомства проводят обследование жилого фонда, социально значимых объектов и систем жизнеобеспечения для выявления возможных скрытых повреждений конструкций. Сильная штормовая система охватила значительную часть США, вызвав метели и сильный снегопад на Среднем Западе, опасные грозы и торнадо на восточном побережье, а также наводнения на Гавайях. Наиболее тяжелая зимняя погода наблюдается в районе Великих озер и Верхнего Среднего Запада. В штатах Висконсин и Мичиган выпало более 60 сантиметров снега. В отдельных районах верхнего полуострова Мичигана суммарные осадки к моменту завершения шторма могут достигнуть почти 1,2 метра. В городе Грин-Бэй за сутки выпало 43 сантиметра снега, что стало самым сильным суточным снегопадом с 1 января 1889 года. В Сполдинге зафиксировано около 66 сантиметров. Сильный ветер значительно ухудшает ситуацию. Порывы достигают 113 км в час, вызывая метель и практически нулевую видимость. Метеорологи называют систему одним из самых значительных мартовских зимних штормов последних лет, сформировавшимся по типу бомбового циклона, когда атмосферное давление резко падает за короткое время, из-за чего сильно возрастает ветровое воздействие. Штормовой фронт одновременно вызывает опасную погоду и на востоке США. Национальная метеослужба предупреждает о сильных грозах с разрушительным ветром и возможными торнадо, которые пройдут через долины Миссисипи, Теннесси и Огайо и затем сместятся к Аппалачам и Атлантическому побережью. Наибольшая угроза сильных ветров ожидается на участке от Южной Каролины до Мэриленда, включая города Ролли, Ричмонд и Вашингтон. В 6 штатах региона Великих озер без света остаются более 250 тысяч потребителей, еще около 500 тысяч от Техаса до Кентукки. После прохождения системы ожидается резкое похолодание. Температура может опуститься ниже нуля даже на побережье Мексиканского залива и в северной части Флориды. Экипаж ледокола береговой охраны США Мэкино провел спасательную операцию в акватории озера Гурон, предотвратив гибель водителя снегохода в условиях экстремального зимнего шторма. Потерпевший оказался заблокирован среди массивных ледяных торосов, которые из-за подвижек льда и сильного волнения образовали непроходимые завалы, сделав дальнейшее движение на снегоходе невозможным. Получив сигнал бедствия, командование направило в указанный район ледокол, способный пробиться сквозь нагромождение льда в условиях штормовой погоды. Экипажу Мэкино удалось обнаружить застрявшего водителя и поднять его на борт судна. Представители береговой охраны в очередной раз обратились к любителям зимнего отдыха с настоятельным призывом учитывать нестабильность ледового покрова на Великих озерах, особенно в периоды сильных ветров, когда ледяные поля могут приходить в движение, создавая смертельно опасные ловушки.
Сильные ливни и рекордные наводнения продолжают терзать север северной территории в Австралии. Сотни жителей, включая представителей аборигенных общин, были эвакуированы из затопленных районов. Особенно тяжелая ситуация наблюдается в общине Дейли-Ривер, где уровень воды поднялся до рекордных 16 метров 38 сантиметров. Этот показатель официально побил предыдущий исторический рекорд 1998 года – 16 метров 25 сантиметров, и оставил под водой почти все жилые дома и административные здания поселения. Более 600 местных жителей были экстренно эвакуированы и в настоящее время размещены во временных убежищах. При этом власти прогнозируют, что уровень воды будет оставаться выше опасной отметки как минимум до конца текущей недели. Параллельно с этим тревожная ситуация сохраняется в Элис-Спрингс. Из-за перенасыщения почвы влагой даже незначительные осадки способны вызвать мгновенный выход рек из берегов. Правительство Северной территории сформировало специальную группу оперативного реагирования для мониторинга гидрологической обстановки и координации поставок продовольствия и медикаментов в отрезанные паводком районы. Спасательные службы призывают население строго следовать указаниям по эвакуации, предупреждая о сохраняющейся нестабильности погодных условий и угрозе долгосрочного разрушения ключевой транспортной инфраструктуры региона. Итальянский регион Калабрия оказался во власти экстремального метеорологического фронта, принесшего с собой разрушительные наводнения и серию опасных оползней. Наиболее серьезная ситуация сложилась в провинции Козенца, где проливные дожди в сочетании с ветром спровоцировали внезапные паводки. В ряде населенных пунктов уровень воды поднялся настолько стремительно, что люди оказались заблокированы в своих транспортных средствах, и спасателям пришлось проводить операции по их деблокированию в условиях штормовой погоды. В провинции Кротоне зафиксирован сход оползня, заставивший власти вывести из опасной зоны 15 жителей. Служба гражданской защиты Италии объявила оранжевый уровень опасности, предупреждая о сохранении рисков гидрогеологических катастроф, так как почва в горных районах Калабрии предельно насыщена влагой после затяжной серии штормов. Akibat hujan yang terus-menerus menyebabkan Округ Сумва на одноименном индонезийском острове накрыли многочасовые тропические ливни и спровоцировали внезапное сильное наводнение. Основной удар стихии пришелся на район Рапанг, где непрерывнее 5-часовой дождь привел к критическому подъему уровня воды в местных водоемах и последующему прорыву береговых линий. По официальным данным регионального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, в зону затопления попали сразу 3 крупных населенных пункта, в результате чего от стихии пострадали 305 семей. Стремительные потоки воды, принесшие с собой грязь и крупные камни, ворвались в жилые кварталы и серьезно повредили как минимум 3 здания. На стратегически важном участке районной трассы Лантун-Крапанг произошел сход оползня, в результате чего оказалось практически уничтожено дорожное полотно и разрушена водопропускная труба. В настоящее время транспортное сообщение с районом находится под угрозой, так как уцелевшие участки дороги продолжают подмываться паводковыми водами. Метеорологи предупреждают о сохраняющемся риске повторных оползней, который крайне осложняет восстановительные работы в отдаленных районах. Центральные регионы Парагвая столкнулись с разрушительными последствиями экстремальных ливней, которые спровоцировали масштабные наводнения в департаменте Сентраль. Наиболее критическая ситуация сложилась в городах агломерации Асунсьон, где за считанные часы улицы превратились в бушующие реки, сметающие все на своем пути. Эпицентром стихии стал город Луке. Из-за разлива местных ручьев сотни жилых домов оказались подтоплены, а стремительные потоки воды начали массово уносить припаркованные автомобили.
В одном из наиболее драматичных инцидентов водитель пикапа, чей автомобиль был подхвачен течением, чудом спасся, выбравшись через окно тонущей машины, после чего мужчину удалось эвакуировать благодаря оперативным действиям местных жителей, задействовавших каяк. Аналогичное мужество проявили очевидцы в другом районе города, буквально вырвав из водного плена мотоциклиста, которого вместе с транспортным средством начало затягивать в водный поток. Серьезные подтопления также зафиксированы в городах Ламбаре, Мариана-Роки-Алонсо, Ньемби и Ипани. В Ламбаре паводковые воды полностью затопили территорию престижного международного теннисного клуба, нанеся значительный ущерб спортивной инфраструктуре. Шквалистый ветер, сопровождавший непогоду, привел к падению деревьев и повреждению линий электропередач по всему столичному региону. Муниципальные службы и отряды спасателей работают в аварийном режиме, обрабатывая сотни вызовов от пострадавших граждан, а также проводят расчистку завалов на ключевых транспортных артериях. Столица Ливии Триполи и северо-западные регионы страны оказались во власти глубокого атлантического циклона, принесшего с собой резкое похолодание, шквалистый ветер и интенсивные ливневые дожди. Согласно сводкам Национального центра метеорологии, пик активности атмосферного фронта пришелся на дневные часы вторника, когда проливные дожди охватили большую часть прибрежной зоны, спровоцировав масштабные локальные подтопления. Мощные потоки воды заблокировали въезды на ключевые скоростные шоссе и привели к образованию глубоких луж в низинах, что практически парализовало движение транспорта в утренние и вечерние часы. Несмотря на то, что к вечеру 17 марта интенсивность осадков начала снижаться, риск внезапных паводков в сельских районах и переполнения дренажных систем в городской черте остается значительным. В связи с сохраняющейся угрозой безопасности граждан и необходимостью ликвидации последствий стихии, власти муниципалитета Триполи приняли решение объявить в среду, 18 марта, официальным выходным днем для всех образовательных учреждений и государственных организаций. Экстренные службы Триполи продолжают работу, патрулируя наиболее уязвимые районы города и проводят откачку дождевой воды с затопленных участков дорог. Северо-восток Сирии столкнулся с тяжелыми последствиями затяжных проливных дождей, которые вызвали масштабные наводнения в провинции Эль-Хасака. Обильные осадки, не прекращавшиеся в течение нескольких дней, привели к подъему уровня воды и выходу из берегов рек Хабур и Заркан. Стремительные потоки воды затопили ряд городских кварталов, а также нанесли серьезный удар по населенным пунктам Заркан и Тель-Тамр. В результате разгула стихии повреждения получили около 200 жилых домов, причем наибольший ущерб зафиксирован в постройках, расположенных в непосредственной близости от русел рек. Из-за подтопления к западу от Тель-Тамра была временно перекрыта международная трасса М4. Это сразу привело к перебоям в логистике и транспортном сообщении региона. Муниципальные службы совместно со спасателями и силами безопасности проводят экстренные работы по укреплению береговых линий, расчистке водопропускных сооружений от мусора и эвакуации жителей из зон наибольшего риска. Власти региона предупреждают, что из-за продолжающегося притока воды в бассейн реки Хабур угроза новых подтоплений остается достаточно высокой и настоятельно призывают население быть готовыми к перемещению в безопасные районы. Ряд районов Непала столкнулся с сильными ливнями, которые сопровождались крупным градом и порывистым ветром. Грозовой фронт принес с собой резкое похолодание по всей стране. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в районе Баджура, где ледяные осадки накрыли все 9 муниципалитетов, превратив сельскохозяйственные угодья в безжизненные поля. Под удар попали важные зимние культуры, над которыми фермеры трудились весь сезон – плантации пшеницы, ячменя, картофеля, а также посевы лука, томатов и других овощей были практически уничтожены. Местные аграрии, описывая масштаб бедствия, заявляют о потере значительной части урожая зерновых, что ставит под угрозу продовольственную безопасность сотен семей. Аналогичные сообщения о кратковременном, но интенсивном шторме поступали из восточного района Тапледжунг,
где порывистый ветер и осадки вызвали перебои в работе местной инфраструктуры. Стихия не обошла стороной и центральную часть страны. В туристическом центре Пахара сильный град на время изменил облик города, полностью покрыв улицы и крыши зданий слоем льда. Метеорологи предупреждают о сохранении в регионе нестабильной погодной обстановки и возможности повторных ударов стихии в ближайшие дни. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.